В этом коротком видео пару слов о подрамнике. Столкнулся с тем, что не все знают, как правильно вгонять клинышки, вот эти вот распорные в подрамник. Делается это очень просто. Клинышек кладется со своей длинной стороной на подрамник, вставляется в паз. Так мы эту операцию проводим со всеми 8 клинышками, вставляем их. И теперь нам необходимо лишь слегка подбить их молотком. Особенно если холст провисший, или же такие складки на углах у холста. Вот. Молотком нужно действовать очень аккуратно, стараясь не задеть холст, не ударить по нему. Иначе могут появиться микротрещины в грунте. Соответственно, грунт будет тянуть в этих местах масло из масляной краски, и в этих местах будут такие темные пятна. Не нужно переусердствовать, чтобы не был холст как барабан натянут, иначе может появиться так называемый винт у холста, то есть он может как бы такой восьмеркой повернуться. Это очень трудно исправить, но можно исправлять, но до этого лучше не доводить. Вот. Подстучать по всему периметру, посмотреть, не осталось ли складок на углах, и приступать к работе. Вот. И еще одна такая неприятность часто встречается. На больших подрамниках центральная распорка часто бывает расположена близко к задней поверхности холста, и при самом процессе живописи она иногда мешает. То есть буквально кисть упирается в эту рейку. Вот. Она, как правило, уже не нужна. После грунтования она как бы выполняет такую, чуть ли не декоративную функцию. То есть, если вы не собираетесь садиться на подрамник, то она действительно уже не нужна. И от нее можно избавиться. Избавиться можно с помощью молотка. Можно ее выпилить, но это долго. Но можно просто одним точным решительным ударом выбить ее молотком. Бить нужно по центру, не у края, так как можно расщепить несущую рейку подрамника вдоль. Вот. Нужно прицелиться, приноровиться и одним решительным ударом выбить эту рейку. Вот. Теперь у вас подрамник готов к работе, рейка мешать не будет. Ну вот и все, короткое видео. Подписывайтесь, удачи!